Ребята, всем привет! Сегодня у меня стихийное видео. Хочется по-быстрому сделать один небольшой, но очень нужный проект. Есть такая вот интересная штуковина. Я надеюсь, что она довольно-таки мощная и будет справляться с моими задачами. И вообще вот эта вот штуковина будет очень долго работать и радовать меня. Потому что она нужна практически уже в каждых проектах. Ибо мощность турбореактивной тяги возрастает на канале. И постоянно встает вопрос подачи топлива в двигатель. То есть сейчас мы докатились до того, что мало того, что нужны очень мощные насосы, чтобы подавать керосин на форсунки турбореактивного двигателя, так еще и в сам этот насос нужно подавать давление. Выяснилось, что автомат топливоподачи тоже должен запитываться неким входным давлением. Видимо, все эти давления здесь балансируются, уравниваются, и может быть поэтому, из-за того, что входного давления никакого не было, может быть из-за этого как раз таки и были те огромные выбросы пламени у этого двигателя, которые мне не очень понравились, и чуть не сгорели лопатки из-за этого, чуть я не попал, как все начинающие турбореактивные блогеры. Но мои лопатки пока что еще целые и будут жить. А я хочу подготовиться и сделать очень хорошую систему топливоподачи. Для работы нам понадобится вот такая вот чумачечая алюминиевая болванка массой 25 килограмм. Делать буду по технологии экономии металла. Ну, впрочем, как обычно на моем канале. Но это еще не все. Еще понадобится некая бочка, некая тара для того, чтобы заливать топливо. Либо другие жидкости, потому что качать планируется много чего. И масло, может быть, придется когда-нибудь закачивать. Но все зависит от размеров применяемых двигателей на канале. Бочка на 60 литров под керосин. Надо расти и развиваться. Но это мы немножко отложим, а сейчас пойдем экономить металл. Сейчас будет токарка на канале, токарка. Ну а пока суть проблемы. Вот он насос. И попробуйте мне сказать, где здесь выход. Такое чувство, что вот эта штуковина... Тут, кстати, еще есть крышечка. Вот так закрывается. Забирается топливо через сетку, через грязевой фильтр грубой очистки, чтобы не попадал крупный мусор. А далее он каким-то образом должен поступать в систему. То есть либо в двигатель, либо это перекачивающий насос из бака в бак. Ну, в общем, здесь есть щель. И по всей видимости он забирает топливо вот здесь. В крышечке есть каналы для этого. И оно попадает на крыльчатку. Крыльчатка центробежного типа. Она разгоняет жидкость и отбрасывает к стенкам. Далее они уже по другому каналу, по кольцевому, поступают через эту щель куда-то там дальше по системе. По большой трубе. Видимо, и движок, который находится внутри, он охлаждается топливом и работает все это дело в жидком виде. Но я не думаю, что он там внутри как-то супер герметичный и ничего туда не попадает. Давайте снимем кольцо, посмотрим, что там внутри. Раз уж мы начали разбирать. Смотрим, есть ли здесь что-нибудь интересное. Ну вот, как выглядит насос. Здесь есть уплотнение. Неужели туда не поступает керосин? Может такое быть вообще? Такая супергерметичность. Это ж и с другой стороны сальник мегагерметичный должен быть. Странно. Ну, может быть, даже если что-то туда и попадает, то уплотнение сделано для того, чтобы угольная пыль не вылетала. Потому что коллекторный мотор, по идее, должен в жидкости работать. Это ж не вода все-таки. Ладно, сейчас я его промою, ребят, немножко. В керосинчике, опять же. И мы продолжим. Надо его прокрутить, посмотреть, как работает. Кстати, надо заценить, что тут со щеточками. Ну, вроде бы вот здесь как бы они не утоплены. Осталось около 5 мм полезного тела щетки. Ну, судя по тому, что здесь угольная пыль, жидкость таки не поступает сюда, ибо она очень хорошо отмывается. Пыль, в смысле. Все надо делать с душой, тогда оно будет работать долгие годы. Многие любят видосы с реставрациями различных вещей, но вот это, в принципе, что-то типа того. Можно заодно попробовать, будет ли он работать, при том, что окунут в керосин. Ну вот,
Все прекрасно работает. Там идет пенка. Все крутится. Сейчас заодно промоем. Налил немножко кероса в стаканчик. Проверить на герметичность. Уж очень он здесь сильно помят. Но вроде бы все нормально. И да, ребят, кто знает, что это за агрегат такой, наверняка такие люди найдутся. Подскажите, что он из себя представляет и для каких целей использовался. Потому что я, скорее всего, не по назначению буду использовать. Мне нужно где-то 1-2 атмосферы получать на выходе. Ну, это максимум. Так, ну это все, конечно, хорошо. Но для начала нужно закрепить насос и проточить его. Хочу нарезать резьбу, чтобы можно было накручивать. Ранее здесь было резиновое колечко, ну точнее оно до сих пор под скотчем есть. Ну я не понял, как там на него насаживать, как лучше сделать, как крепить. А вот на резьбе самое то будет. Сделаю сначала резьбу, а потом выточу стакан. Есть интересная жижа для нарезания резьбы и для сверления по алюминию. Очень таки неплохо работает. Буду ее использовать. Какой-то непонятный сыромятный алюминий, но вроде бы успешно нарезалась резьба. Теперь можно снимать, ставить болванку гигантскую и пилорамить ее. Таких прутов я еще пока не обрабатывал. Ну, когда-то надо начинать, и такие жесткие. Сейчас отцентрую его. Патрон 4-кулачковый. И центровать им чистое наслаждение. Пришлось, друзья, купить целую болванку, потому что не хотят отпиливать ее. Блин, ну, я с той позиции, что я постоянно их покупаю, по-любому пригодится. Помните, материал никогда не бывает лишним. В итоге у нас получился такой вот небольшой штуцер. Здесь немножко резьбы, чтобы можно было накручивать на насос.
В закрученном состоянии это выглядит вот так. Уже есть место, куда прицепить шланг и снять давление и расход. Нужно лишь установить крышку и двигаться дальше. Вот такая, ребята, интересная обработка. Понадобилось колечко эксцентриковое. Не думал, что буду его так отрезать. Попробовал, и вроде бы получается. Поэтому почему бы и нет. Поставил на малую мощность стакарный станочек. То есть при любом заклинивании патрончик просто остановится. Вот видно, как он притормаживается. Давно не делал такой интересной токарной обработки. Вот он, оставшийся участочек. Сейчас его будем добивать потихоньку. По звуку слышу, что все уже. О! Шайба готова. Ну, надо торцануть, естественно. Снять фаски. Интересная технология. Ну и финиширую токарку крышкой корпуса под электронику. Она же и крышка, она же и корпус будет. Осталось сделать финишную часть. Проточить в размер. Так, ну и еще немножко доработать одну детальку. Это основная деталь, которая будет затыкать гигантскую дырку в бочке. И в которую будет устанавливаться аккум. Есть! Процесс пошел. Итак, что же у нас получилось? Это штуцер на насос. Это понятно. С резьбой. Все как надо, вырвать, по идее, не должно давления. Это стакан под аккумулятор. Пришлось выточить колечко, ибо нужно еще внедрить электронику. И выточил, соответственно, под нее стаканчик. Ой, какой он красивый. Можно прям кушать с него, как миска получился. В общем, эксцентрик нужен для того, чтобы вот здесь вот винтики поместились. Пришлось немножко сместить в сторону. В качестве электроники для насоса выбрал вот такой шим-регулятор на 30 ампер. Вытащил с него переменный резистор. И буду как-то сейчас внедрять в эту крышечку. Также еще внедрю выключатель такого вида. И вольтметр, чтобы контролировать заряд аккумулятора. Аккумулятор буду использовать на 25 вольт. Немножко доработал крышку. Вот это, конечно, дало мне жизни. Не так просто было его сделать, но хотелось сделать точно, чтобы хорошо, плотненько вставлялся индикатор. Сверху уже можно тумблерочек пристраивать с аварийным выключателем. Ну а здесь отверстие под реостат. Все, собираем и будем пробовать, ребят, тестировать нашу топливозаправочную насосную станцию или топливоподающую станцию. Короче, устройство 1000 применений, как минимум. Ну и вот она, вещь в сборе. Пришлось делать ее около 5 дней. Конечно, не хотелось бы тратить столь ценнейшее время на околореактивные девайсы. Потому что сама по себе вещь эта не будет использоваться, а будет использоваться с чем-то.
с каким-либо турбореактивным движком. Но мне очень кажется, что она мне поможет сэкономить в будущем время. Даже воздух идет отсюда. Как же пойдет жидкость? Это вопрос. 60 литров кероса — это не шутки, конечно. Оставил свободное отверстие, чтобы можно было заценить. И все, запускаем. Потихонечку сначала. О! Сразу пошло. Это на минималках, ребят. Живая вода. Нифига, если на максималках, что будет? Ага, начинает хватать, по-моему, воздух. Из-за того, что струя бьет напором. Ну вот так вот оно и маслает. Задавливаю шлангочку. И пробуем на давление. Давление должно будет возрастать. О, пошло. 1 атмосфера. О, так оно тут не особо-то и большое. Отлично. А я хотел редукционный клапан делать. Тут всего 1 атмосфера на максимуме. Ох! Сейчас проверим расход какой. Я надеюсь, много литров в минуту будет. Канистра 5-литровая. Смотрим, как наполняется. Даю на всю. Ну, по-моему, быстро. Должно хватить для любых двигателей. Давненько такого не было, чтобы настолько удачная вещь получилась. Дело в том, что она дает давление и расход именно точно такой, как мне надо. Ни больше, ни меньше. Давление до 1 атмосферы, а расход около 15 литров в минуту. Я, друзья, просто неистовствую. Не ожидал я, что получится такая суперская вещь. Прям под меня. Решил напоследок замерить токи какие. Просто интересно, насколько будет хватать вот этой батареечки. Так, причем под нагрузкой, когда мы сдавливаем и даем атмосферу, и без нагрузки. Итак, поехали. Даю на всю. Получается около 9 ампер ток. Затыкаю шланг. Ток даже падает. Ну, для центробежной техники это не удивительно. Круто! Блин, это вообще просто класс. Получается, на батареечке где-то будет около 45 минут без перерыва работать. Если, конечно, усилить ее, взять не на 6000 мА, а на 8, например, ну, там уже целый час. Ну, вот так. Поигрались и хватит. Все, давай выключай. А то я уже больше не могу.